Теперь необходимо напилить все полки и стойки портала. В качестве материала простой мебельный щит толщиной 18 мм. К чистому размеру по чертежу добавляю по 11,5-12 мм на ответную часть соединения ласточкин хвост. Для фрезеровки ответного соединения желательно использовать фрезерный стол. Также мне понадобится прижим гребенка и опорная вертикальная поверхность. Чтобы не допустить сколов, я использую толкатель из дощечки аналогичной толщины. Один раз настроив фрезерный стол, выполняю фрезеровку ответной части соединений на всех деталях. Чтобы скрыть паз, убираю часть шипа со всех деталей, а все пазы делаю меньше детали на 10 мм. Все полки и стойки после фрезеровки шлифую ленточной шлифмашиной вдоль волокон, последовательно лентами 80, 100, 120. По той же технологии делаю все полки. На крайних полках слева и справа решил сделать бортики. Сделаю их на склейке, соединив детали в полдоски. Паз выбираю на циркулярной пиле, выставив высоту диска в половину толщины детали. Также делаю ответную часть, бортик. Пришло время сделать пазы под ласточкин хвост в столешницах. Для этого использовал две параллельные направляющие. Чтобы избежать скола на обратном ходе фрезера, оба захода нужно начать со стороны открытой части паза. То есть делаю проход по одной стороне, по нему же возвращаю фрезу, делаю небольшой заход, прижав фрезер к другой направляющей. После этого перемещаю фрезер в конец паза и заканчиваю паз, чтобы избежать отдачи при попутном фрезеровании.
Снимаю заусенцы по краям паза наждачкой. Проверяю на сухую, чтобы деталь свободно входила в паз, но не болталась в нем. В указанной последовательности собираю все элементы портала на клей ПВА. При сборке для точности прямых углов использую самодельные монтажные угольники, сделанные из толстой фанеры. В заключении сборки делаю пазы для верхней полки. Избегая скола при обратном ходе, делаю оба захода со скрытой стороны паза. Потом фрезерую уже по правильному направлению. Осталось убрать по 10 мм шипа на стойках, чтобы не было видно паза. Верхнюю полку выравниваю по задней плоскости с задней стенкой. Все клеевые соединения фиксирую на сутки струбцинами. Не забудьте подложить деревянные прокладки под струбцины, чтобы не промять отшлифованную поверхность. В центральной части портала нет задней стенки, чтобы обеспечить камину свободный забор воздуха. С боков задние стенки сделаны из того же мебельного щита. Не забудьте сделать в столешницах паз для задних стенок. Стандартной ширины щита не хватило, поэтому пришлось его нарастить дощечками с одной из сторон. После склейки довожу толщину приклеенной части до толщины щита электрорубанком. А затем шлиф машиной. Обрезаю щит до нужного размера задней стенки.
Шлифовка ленточной шлифмашины вдоль волокон, последовательно 80, 100, 120 лентами. Делаю широкое отверстие под провода, так как внизу у меня подразумеваются звуковые колонки. Сверлом Форстнера сделаю рядом два отверстия. И лобзиком соединю их, придав отверстию форму овала. Задняя стенка крепится саморезами к столешницам, стойкам и полкам. Разметку отверстий провел прямо по месту, приложив задние стенки к изделию. Задняя стенка должна иметь свободу на расширение поперек волокон, поэтому саморезы фиксируют ее не жестко. Сначала сверном 6 мм сделаю отверстие. Чтобы не было сколов при сверлении, не забудьте подложить подкладку с обратной стороны. Теперь 6-миллиметровой фрезой нужно сделать отверстия овальными поперек волокон. Это позволит саморезам не препятствовать движению древесины. Чтобы стенка не выезжала за габариты, отверстие с лицевого края оставил без степени свободы. Таким образом, стенка будет расширяться только в одну сторону. Для крепления задней стенки прихватываю ее струбцинами по месту и сверлю направляющее отверстие под саморезы. Саморезы сильно не затягиваю, чтобы не мешать движению древесины. Лишь слегка прижимаю ими стенку к ответным деталям.
Кстати, случайную ошибку фрезеровки можно легко заделать, вклеив и зашлифовав подходящий кусочек дерева. Подкраска его абсолютно незаметна. Ну вот и готов портал к покраске. В качестве грунта я часто использую огнебиозащиту для дерева. Основной цвет задаю заколированной акриловой краской. Наношу мягкой кистью вдоль волокон в 2 слоя. Чтобы придать изделию вид старины, нужно размыть часть краски с рельефных поверхностей. Обильно смачиваю поверхность кистью. И тщательно растираю ветошью. Краска с выступающих ребер поверхности местами сходит. Для задних стенок в краску добавил много разных колеров и покрасил грубой кистью. Это придало гладкой поверхности фактурность и старину. Меня этот результат устроил. Для финишной отделки вместо лака использовал тунговое масло в 2 слоя. В итоге получился необычный функциональный портал, прекрасно вписавшийся в наш интерьер. Спасибо вам за внимание.